А тут нет такого мальчика в шортиках грязных, который стекла тебе моет? Вот этот самолет стоит 1 200 000. Надо брать. Ну, из-за 2000 мы стекло разбивать не будем в этот раз. Сережа, ты забыл? У тебя есть самолет. Мы сбежим, мы улетим с острова. Ходят миллионеры, и их все устраивает. Глина и солома. В России называется из говна и веток. Так, друзья, это Сергей. А это значит, что мы куда-то летим. А летим на Гернси, Джерси и Олдерни. Где наш самолет? Вот это Робин, Робин 1180. Французский самолетик, 4-местный. Отлично летает по всей Европе. Салфеточкой, по-простому. А тут нет такого мальчика в шортиках грязных, который вот, который стекла тебе моет? Ну, если заранее договориться, думаю, можно будет. iPad вместо всех приборов. Делать жизнь пилота намного легче. Так, можно выходить? Да. Скажи, что сейчас происходит? Сейчас мы ждем, когда нас заправят. После этого пойдем в Клабхаус, зарегистрируемся и пойдем брать машину. Это гараж для самолетов на острове Гернси. Такая вот красота. Сколько стоит? 1 200 000. 1 200 000. Вот этот самолет стоит 1 200 000? Ну, их делают в Австрии, но сам понимаешь, что это почти ручная работа. Это новый. Это новое, да. То есть это как раз вот кого-то миллионера. Но он тоже раз это. Ну да. Надо брать. Это основной терминал. Все цивилизованно, красиво. А мы идем в рент-а-кар. Вот. Сейчас берем машину и поедем исследовать остров до вечера, а вечером летим в Джерси. Это уже другой остров и совсем другая история. А вот это вот флаг Гернси. Так вот выглядит. Так, это вот карта. Сейчас 11:30. А сколько у нас обед? Ну, мы где-то можем остановиться здесь вот Krabby Jack's ресторан, можно через так, часа 2. Знаете, о чем я подумал? А что если российские сериалы такие плохие не потому, что наши не умеют снимать, а потому что законы телевидения не позволяют сделать другого? А что будет, если киноделы начнут снимать сериалы без оглядки на эфирный телек, как когда-то начинали HBO или Netflix? Станут ли наши сериалы лучше? У нас есть шанс проверить. На днях на российском видеосервисе Старт состоялась премьера нового сериала «В клетке». Он про подпольные бои, криминал, наркоторговлю, насилие, сложный быт. В общем, все то, что изнеженным телезрителям обычно не показывают. В главных ролях там Павел Прилучный и Владимир Епифанцев. Они будут играть отца и сына, которые пытаются наладить отношения после развала семьи и отсидок в тюрьме. Все это под маркировкой 18+. Очень любопытно узнать, что же за сериал там в итоге получился, с учетом того, что съемочная группа была полностью свободна от телевизионных ограничений. Хочется верить, что получилось хорошо. Вы можете посмотреть и отписаться в комментариях под этим видео, стоит ли тратить на сериал свое время. Специально для этого Старт дает вам, моим дорогим подписчикам, бесплатный 2-недельный доступ к сервису по промокоду Варламов. Помимо «В клетке» там есть еще куча других российских сериалов, фестивальное и авторское кино, так что даже если вы не фанат жесткача, все равно можете зайти на Старт и покопаться в каталоге. Наверняка найдете что-то интересное для себя. Ссылочка, как обычно, в описании к этому ролику.
Слушай, ну хорошо, какой сейчас статус у Гернси? Ну, они как бы под британской короной, но при этом имеют свою полную независимость. Потому что, чтобы сюда прилететь, нужно получать британские визы. Так у них своих нету консульских отделов, но во всем остальном свои банки, своя система здравоохранения, свои налоги, так что они чуть-чуть только независимые. Ну и свои деньги. Ну и да, и свои деньги, но хотя курс опять-таки приравнен к британскому фунту 1 к 1. Ну, то есть фактически это часть Великобритании. Да. Не независимое государство. Нет. Вот так вот выглядят местные автобусы. Я не понимаю, что это за компания их делает. Первый раз такие вижу. Они маленькие из-за того, что здесь очень узкие улочки, и обычный автобус здесь не проедет. А вот, кстати, подрезали дерево. Обратите внимание, что они кранируют деревья, но они кранируют не как в России, оставляя какой-то обрубок, а они вот аккуратненько подрубают ветки, чтобы придать дереву такую форму кругленькую. Мы вот так приехали вот до сюда, там свернули. Угу. Так что надо еще вот здесь вот погулять. Ну и может быть вот так вот заедем, где еще пару фотов. Все. Это мы идем по центру, это центральная улица. Да, это по центральной. Сегодня воскресенье, из-за этого все закрыто. И Lloyds банк. Насколько классно. Ходишь, народу нету то. Прекрасно. Да. И повсюду, видишь, у них висит этот британский флаг и флаг Гернси. Худые, грустные львы охраняют дом. 1774 года, магазин. Да, и здесь такая вот улица с дорогими магазинами. Здесь продают роликсы. Какая-то ювелирка. Это самое дешевое. Все самое дешевое осталось, что не жалко. Дорогое все убрали. Не, ну вон, смотри, есть за 2300 фунтов какая-то подвеска. Ну, из-за 2000 мы стекло разбивать не будем в этот раз. Ну, хотя нет, ну, слушай, ну смотри, вот здесь вот все эти колечки, да, это 1010-20 фунтов. И куда ты сбежишь с острова? Ну, с острова сбежать ты можешь, а Нет, с острова сбежим, у тебя самолет есть. Сережа, ты забыл? У тебя есть самолет, мы сбежим, мы улетим с острова. Подожди, серьезно, у нас же не смотрели документы. Да, То есть мы могли сюда просто прилететь без документов. запросто. Можем даже в Англию вернуться, они могут даже и не приехать проверить паспорта. Для них главная проблема – это количество людей, сколько может приехать нелегально в страну. В маленьком самолете там влезет, не больше 5 человек. Да. Поэтому для них это такое нарушение будет не так критично, как там лодка в 30-50 эмигрантов, например. Поэтому один раз только, когда я прилетал из Франции, вот мы когда заходили на посадку, вдоль глиссады висел полицейский вертолет, который визуально просмотрел, что нет ли там больше 4 голов. А, то есть он просто посмотрел, когда ты садился. Да. Слушай, а есть памятник ослу? О, Если смотри. Памятник ослу. А здесь совершенно потрясающая водосточная труба старая. Посмотрите, какая красота. А самое главное, что она сразу уходит в ливневую канализацию. То есть она, я не знаю, в каком году она была сделана, но она сразу была сделана правильно. Слушай, да, совсем пустынно из-за воскресенья. это мне напоминает Лондон на Рождество, когда так выходишь в город и получаешь истинное удовольствие от прогулок, когда никого нет абсолютно. Значит, мы здесь долго пытались выяснить, чем же все-таки Гернси живет, и в Википедии написано, что как первобытные люди, гернсийцы живут растениеводством. Они выращивают томаты, картофель и цветную капусту, животноводство, крупнорогатый скот и овцеводство, и еще рыболовство, камбала и макрель, и разводят устриц. Вот. Значительный доход на самом деле приносит все-таки не растениеводство, животноводство и рыболовство, а приносит статус налогового рая. С 1960-х годов на острове регистрируются офшорные компании. Вот за счет этого и живут.
Вот так вот выглядят 10 гернсийских фунтов. Рассказывай. Так. Ну, значит, вот, когда оккупация Гернси была фашистами, они построили вот такие вот бетонные башни вокруг острова для обороны акватории. Но, по-моему, боев тут ни разу так и не было. Они тут прибыли все время войны, но потом просто сдались. А эти башни сейчас настолько крепкие по структуре, что их очень дорого сносить, поэтому их вот оставили так стоять, как великаны на острове. Ну вот, по-моему, и заодно сделали отель. Вот, это та или нет, но вид из нее, наверное, будет шикарный. Это отель. Какая-то из них ее переоборудовали в отель. В основном здесь живут миллионеры, так как это tax-free зона, где они очень могут сэкономить, не платя налоги. В целом погода здесь бывает летом отличные солнечные дни, но зимой сюда добраться крайне сложно из-за туманов и сильных ветров. Но в целом это такое идеальное место между Францией и Англией, где есть свои деньги. При этом здесь все говорят на английском, но все дороги на французском. Вот такой вот интересный микс. В целом, так прикольное место, чтобы прилететь на выходные. Это вот дефибрилляторная станция. Судя по картинке, здесь по центру разбросаны места, где можно найти другие дефибрилляторы, чтобы их использовать. Судя по инструкции, нужно позвонить на 999. Там по телефону спросят, какое состояние пациента. Если ему нужна будет помощь, то они дают код, открываешь сейф с дефибриллятором и его используешь. Вообще на Гернси очень интересная система здравоохранения. Первый визит, по-моему, стоит порядка 40 фунтов, но если тебя посылают на какую-нибудь операцию или к специалисту, то это все потом бесплатно. Так что вполне удобно. Миллионеры живут. Ты говоришь, живут миллионеры. Состоятельные люди. Смотри, это мы потом обсудим, почему из стены растут ромашки. На самом деле. Это красиво. Из стены растут ромашки. Почему? Красиво. Вот это что такое? Это воскресенье, когда службы не работают, все отдыхают. Ну, Завтра все приберут. то есть, смотри, целый день ходят дети, ходят миллионеры, и их все устраивает. Но видишь, только мы тут. Здесь больше никого нет. Все отдыхают. А где они отдыхают? Дома. В гольф играют. Купаются в той холодной воде, где мы сегодня их видели. Ужинают. Глина и солома. В России называется из говна и веток. Очень много людей имеют такие holiday homes, которые приезжают сюда только летом, например, на пару месяцев, а весь зимний период, вот у них стоит лодка, дом, они приезжают, так выплывают, плавают вокруг Гернси на выходные, обратно. Deep sea fishing у нас вот в проливе делают, там платишь, по-моему, какие-то 50 фунтов и идешь в прошлый раз, и я акулу вытащил, там кучу рыбы тоже. Как экспириенс, именно половить рыбу, так вот вытягивая, это классно. Ты просто ключом открываешь самолет. И полетели. Да, проще, чем машина. Все, летим дальше. Следующая остановка Джерси. Лететь совсем немного, соседний остров, но другая территория. Jersey Ground is Golf Golf Delta Echo Romeo radio check. I'd like to love you every day. I'd like to love you, love you. I'd like to love you, if I may. I'd like to love you, I'd like to love you, I'd like to love you night and day, if I may.
love you.